Глава 616. Бессмертие. Сила судьбы не имела ни атрибутов, ни физической формы, ни законов, и ее было трудно обнаружить. Эта теория казалась очень загадочной, но она действительно существовала. Она не только существовала, она была повсюду. Все живые существа в мире. Все, что есть в этом мире. Был ли он живым или нет, был ли это могущественный духовный бог или маленький кусочек песка, это была судьба в темноте, которая позволила им измениться. Судьба — это единственная сила, которую нельзя было найти или противостоять ей. Некоторые люди думали, что они могут пойти против судьбы, но это была просто форма самоутешения. Даже эта форма самоутешения была результатом, принесенным самой судьбой. Независимо от того, насколько сильным он был, независимо от того, насколько высоким было его развитие, не было никакого способа освободиться от судьбы. Чутянь использовал силу судьбы. Конечно, сила судьбы Чутяня была очень слаба. Сила судьбы, текущая в этом мире, была огромна, и сила судьбы, которую использовал Чутянь, была всего лишь кусочком гравия в этой бесконечной волне. Хоть сила судьбы Чутяня была очень слаба, ее было достаточно, чтобы изменить судьбу одного или двух людей. Это нападение. Душа Чутяня должна была быть уничтожена. В ситуации, где он не мог сопротивляться, Чутянь высвободил силу судьбы в самый критический момент. Сила судьбы не имела того же эффекта, что и другая энергия. Если бы другая энергия встретилась с ней лицом к лицу, она не имела бы никакой силы. Судьба презирала сопротивление чего бы то ни было. Судьба прямо изменила направление вещей, Чутянь должен был уничтожить свою душу. Атаке серебряного гиганта невозможно было противостоять, но теперь она была отбита. Не было никакой причины. Не было никакого закона. Судьба сразу же убрала дрова из-под огня. Это сильно изменило мир. Пока двое парней спорили, равен ли 1 + 1 2, парень по имени Судьба прямо изменил вопрос на 1 - 1. Это было бросающее вызов небу и могущественное преимущество силы судьбы. Она могла пренебречь всеми законами и существованиями, она непосредственно пересматривала и стирала вещи с корнем. Любой, кто действительно мог владеть силой судьбы, способен изменить любой ход событий, убить, и все законы превратились бы в шутку перед ними. Они могли разрушать и создавать одним взмахом ладони. Такое существование было истинным богом, семя энергии судьбы уже проросло внутри Чутяня. Но сейчас он не был таким сильным. Чутянь смог высвободить лишь небольшую его часть. После того, как он едва смог справиться с шокирующей силой серебряного гиганта, большая часть энергии судьбы Чутяня уже была израсходована. Черт возьми! Собранная Чутянем энергия была подобна серебряной игле, падающей в сердцевину сознания. Чутянь непосредственно стер основание сознания, и сознание вообще не смогло сопротивляться этой атаке, издав жалобный вопль. Кристалл божественного чувства внутри руин бога Луны взорвался, весь серебряный гигант тоже взорвался, собранное божественное чувство снова превратилось в волну и мгновенно затопило Чутяня. Глаза Чутяня снова стали нормальными. Хотя он не казался раненым, но на самом деле его раны были серьезнее, чем в любое другое время. Сила судьбы была очень сильна, но ответная реакция была также очень шокирующей. Душа и дух Чутяня уже были полностью разорваны на части. К счастью, Чутянь уничтожил свою цель. Кристалл божественного чувства руин бога Луны был медленно очищен пламенем и превращен в осколки энергии, которые были поглощены Чутянем. Поскольку его душа только что была ранена, было время восстановить ее. Божественное чувство, огромное количество божественного чувства, изливалось волнами. Оно было в 1000 раз сильнее того, что исходило от ледяного поля смерти. Чутянь был подобен гигантской губке, прикрепленной к кристаллу божественного чувства, принимая кристалл божественного чувства в свое тело, заставляя его развитие дико увеличиваться. Его основа из тела, очищенного демонической и божественной кровью, была беспрецедентной, и теперь, когда он проглотил силу бога Луны, 9-й истинный духовный слой культивирования Чутяня прорвался без каких-либо ожиданий. Хонг, волны интенсивной энергии заполнили все руины бога Луны. Те стражи лунного бога, которые пытались восстановить себя, были выключены одна за другой, как лампочки, внезапно не выпустив никакого света вообще. Был сильный удар, который заполнил всю Луну от руин бога Луны, заставив всех лунных монстров замерзнуть. Это было потому, что сознание, контролирующее их, исчезло. Агрессивность этих лунных монстров мгновенно значительно уменьшилась. После того, как Луна перестала трястись, была выпущена мощная аура. Это была дымная энергия, которая проникла на поверхность Луны и мгновенно покрыла большую площадь. Что это такое? Смотрите скорее. Люди континента смотрели на девятиглазого бога-демона в небе. Девятиглазый демонический бог был подобен небесному богу, холодно взиравшему на все низшие формы жизни на земле. Старший брат Чутянь прорвался.
Вивиан в чудо-городе говорила взволнованным голосом, но это слишком громко, весь континент смотрит на него. Наньгун Юнь рассмеялась. Наш босс просто такой своенравный. Мэн Цинву и Мэн Ин радостно переглянулись. Чем больше преувеличивался феномен, тем сложнее был прорыв, и это также означало, что было больше достижений. Чу Тянь перешел из царства истинных духов в царство небесных владений, пройдя путь от первоклассного эксперта до самого высокого эксперта континента. Это был прыжок, большой прыжок. На самом деле Чу Тянь контролировал все ресурсы чудо-коммерции. Если бы не было инцидентов с накопленными ресурсами компании, он достиг бы царства небесного за полгода. Прорыв сквозь руины бога Луны был поводом для празднования, но еще более ценным для Чу Тяня было то, что он проглотил оставшееся божественное чувство бога Луны. Божественное чувство Чу Тяня значительно возросло, перейдя из области видения в область бессмертия, гиперфокус, мысленный глаз, мысленная лампа, область видения и бессмертия, божественное чувство Чу Тяня достигло 5-го царства. Не говоря уже о нынешней эпохе, даже в древности бессмертное царство редко можно было увидеть. Даже некоторые демоны и боги не достигли бессмертного царства. После того, как божественное чувство существа достигло бессмертного царства, отношение между плотью и духом этого существа коренным образом изменится, собственно говоря, зависимость Чу Тяня от своего тела значительно уменьшилась. Даже если бы его тело было смертельно ранено, душа Чу Тяня не рассеялась бы мгновенно. Даже если бы он получил тяжелые травмы головы, мысли Чу Тяня не были бы отрезаны. Это было благо бессмертного царства. Чу Тянь постепенно избавлялся от оков человеческого тела. Он превосходил обычных людей. Даже если бы его душа покинула тело, она могла бы существовать еще долгое время. Теперь ему не нужен был мозг, чтобы поддерживать работу разума, пока его божественное чувство не рассеялось, и его душа была бессмертна. Для других живых существ это было то, что они просто не могли себе представить. Глава 617. Божественная трава. Чу Тянь постепенно включил свою ауру и пробудился. Когда он открыл глаза, в них горело 9 разноцветных огоньков. Юнис, Ланселот и другие, кто участвовал в исследовании руин лунного бога, в настоящее время собирались рядом с Чу Тянем. У них были разные выражения лиц, и единственно похожими были взгляды шока и благоговения. Неужели они не могут быть шокированы? Все они были экспертами небесного домена, и их культивация не была низкой, но кто мог устроить такую потрясающую сцену, когда они прорвались в царство небесного домена, как это сделал Чу Тянь? Не говоря уже о том, что даже в истории они никогда не слышали о таком прецеденте. Неужели они не могут им восхищаться? Чу Тянь прямо сопротивлялся сознанию ядра внутри руин лунного бога. Это сознание осталось от раздробленного божественного чувства и души бога Луны. Духовный бог был бессмертным существом, они никогда не слышали о какой-либо силе, которая могла бы непосредственно убить духовного бога. Это сознание можно было бы считать полубогом, на самом деле о нем лично позаботился Чу Тянь. Все смотрели в девятицветный глаз и не могли унять дрожь во всем теле. Это было похоже на то, как если бы на них смотрел девятиглазый демонический бог, они не могли не чувствовать себя потрясенными. Чу Тянь немедленно выключил свет и вернулся к нормальному состоянию, даже удерживая в своей ауре больше, чем раньше. На самом деле, после того, как он достиг царства небесного домена, сила девятиглазого бога-демона действительно пробудилась. Теперь он действительно мог показать всю силу девятиглазого бога-демона. Царство небесного царства и царство истинного духа были не просто разделением сил. Даже если краткоживущий человек достигнет небесного царства, он сможет прожить 1800 лет, скорость роста этого человека была слишком ужасающей. Ланселот вспомнил, что год назад, когда Чу Тянь только вошел в лес хаоса, он был пробужденным культиватором царства душ, который даже не достиг первого истинного духовного слоя. Менее чем за 2 года он достиг того, чего большинство эльфов не достигнет и за 200 лет. На континенте был еще один эксперт по небесным владениям. На континенте был еще один пиковый эксперт, Ланселот сказал со слабой улыбкой. «Поздравляю лорда города с прорывом». Ярость грома, лопнувший коготь, крыло смерти и Боша вышли вперед, чтобы поздравить его. Если бы Чу Тянь не достиг Царства Небесного, каким бы высоким ни был статус Чу Тяня, 5 лидеров все равно были бы предубеждены по отношению к нему. Но как только Чу Тянь достиг Царства Небесных владений, было ли это его положение или его сила, этого было достаточно, чтобы стать равным им. Прорыв Чу Тяня на этот раз был не только личным прорывом, но и прорывом для чудо-города. Чу Тянь утвердится в качестве высшего лидера Леса Хаоса, и чудо-город станет настоящим ядром Леса Хаоса. Чу Тянь кивнул. На этот раз я смог прорваться гладко из-за защиты каждого. Я отплачу всем как следует, когда мы вернемся. Какова сейчас ситуация с руинами бога Луны? После того, как городской лорд уничтожил источник божественного чувства, все стражи лунного бога перестали приходить в себя.
Мы уже можем контролировать дворец бога Луны и выкапывать сокровища руин бога Луны. Чу Тянь посмотрел в сторону. Сбоку плавали тусклые шары света. Сознание ядра Луны уже остановилось, и стражи лунного бога потеряли способность восстанавливаться, но их источник не исчез, потому что сознание ядра было уничтожено. Чу Тянь высвободил свое божественное чувство и направил его в источник стражи лунного бога. Божественное чувство легко соединялось со стражами лунного бога, и не было никакого отталкивания вообще. С мыслью Чутеня источник охранников бога Луны загорелся и начал дико всасывать энергию из окружающей среды, превращаясь через некоторое время в гиганта. Юнис показал потрясенный взгляд. Это. «Ваше Величество», — сказал Чутянь со слабой улыбкой, не стоит удивляться. «Я очистил основное сознание Луны, я не могу контролировать всех существ на Луне, как это было раньше, но я могу оживить некоторых существ. Я могу изменить их движение и сделать их не такими агрессивными». После того, как стража лунного бога возродилась, она стояла там, как кусок дерева, как будто они не видели всех. Чутянь обладал этой способностью, поэтому он мог контролировать все формы жизни на Луне. С Чутянем на Луне он уже был несравненным существом. Жаль, что он не смог вытащить его на поверхность, иначе с армией лунных монстров Чутянь мог бы создать империю. Сегодня дворец бога Луны и руины бога Луны будут охраняться темными ночными эльфами. Я построю транспортную башню во дворце бога Луны, она будет напрямую связана с дворцом бога Луны. Чутянь уже контролировал Луну. Если Чутянь откажется от своего слова, Юнис ничего не сможет сделать. Но Чутянь этого не сделал. Темный ночной лес был одной из самых больших держав на континенте. Чутянь не надеялся на какую-то выгоду, разрушив союз с темными ночными эльфами, это не стоило того. Дворец лунного бога был бесполезен для Альянса. Развалины бога Луны. Нельзя было отрицать, что наследство, ресурсы и богатство были шокирующими, но наследство Луны не имело большой пользы для Альянса. Что касается шокирующего количества богатств и ресурсов, хотя это было очень привлекательно, с нынешними способностями чудо-города, разве они не могли купить несколько бессмертных трав, не говоря уже о том, что руины лунного бога просто охранялись темными ночными эльфами, работа по раскопкам была бы сотрудничеством с лунной базой чудо-города. Темные ночные эльфы не могли справиться с этим в одиночку, у Чутеня все еще были достижения для победы над основным сознанием. Раз уж мы пришли, то не можем вернуться с пустыми руками. Чутянь указал на всех и сказал: давайте сначала просто исследуем руины бога Луны. Повелитель драконов и все остальные хотели этого. Руины бога Луны станут ресурсным местом для темных ночных эльфов и чудо-города, у других сил не будет подходящей причины, чтобы взять кусок пирога. Было бы лучше забрать несколько бессмертных трав сейчас, по крайней мере, этого было бы достаточно для их прорыва. Все разбежались и исследовали руины самостоятельно. Внимание Чутеня привлекли несколько осколков на земле, которые остались от кристалла божественного чувства. Чутянь позвал маленькую лисицу, чтобы собрать фрагменты божественного чувства. Это не имело никакой ценности для Чутеня, но было бесценно для других. Кристаллы божественного чувства конденсировались из божественного источника чувств. Божественный источник чувств может быть непосредственно поглощен. Собственно говоря, каждый фрагмент кристалла божественного чувства может быть использован для увеличения божественного чувства. Чутянь вернет фрагменты для юной госпожи, Ин и остальных, чтобы использовать их. Это не сделает их божественный смысл слишком сильным, это, по крайней мере, приведет их в царство лампы разума. Лисенок, мы не можем просто ехать. Чутянь убрал осколки кристалла божественного чувства. Смотри внимательно, сразу забирай любые хорошие травы, не беспокойся ни о чем. У маленькой лисицы уже было такое намерение, так как она немедленно начала принюхиваться. Чутянь последовал за маленькой лисой. Через некоторое время они подобрали несколько высококачественных бессмертных трав. Независимо от того, использовался ли он для самого Чутеня или давался другим, эти бессмертные травы были очень полезны. Как будто лисенок вдруг почуял что-то особенное и несколько раз взволнованно махнул рукой Чутяню. У Чутеня не было времени понять, прежде чем он нетерпеливо углубился в руины лунного бога. «Лисенок, помедленнее, что происходит? Что же вы нашли?» Лисенок сразу же вошел в пещеру. В этой пещере был бассейн, который не был большим или маленьким, и в нем текла прозрачная серебристая жидкость. Чутянь чувствовал, что это был костный мозг и кровь древнего бога. Он считался высокосортным предметом, и его можно было использовать для улучшения тела, позволяя человеку превзойти нормальное тело. В бассейне плавало большое количество серебряных листьев, и каждый из них был бессмертного сорта. Бесчисленные листья были в центре, а в середине был красивый серебряный цветок, выпускающий редкий вид ауры. Аура духовного бога, Чутянь мог сказать, что это была божественная приписываемая трава. Просто, черт возьми, это была божественная трава.
Глава 618. Выгоды. На континенте существовали следующие сорта: обычный сорт, сорт эликсира, священный сорт, бессмертный сорт и божественный сорт. Священные травы предъявляли жесткие требования к условиям произрастания, будучи способными расти только в определенных областях. Как бессмертные травы, они не только требовали долгого времени выращивания и суровых условий, но и требовали небесной удачи, чтобы родиться. Трава, появившаяся перед Чутянем, была божественной травой, пробудившей божественные атрибуты. Хотя это не была полная божественная трава, она все еще была на полшага божественной степени. Насколько драгоценны божественные травы? На всем континенте их было всего несколько. Поскольку божественные травы обладали божественным свойством, они существовали в ту же эпоху, что и демоны и боги. После того, как великий древний континент рухнул, на нем больше не было условий, пригодных для выращивания божественных трав. Эта драгоценная трава могла достичь такого уровня главным образом потому, что она получала питание от духа и сущности бога Луны и росла в течение десятков тысяч лет, прежде чем, наконец, достигла своего нынешнего состояния. Это была трава, которая вот-вот достигнет божественного уровня. Даже если все бессмертные травы, собранные Чутянем, сложить вместе, она не сравнится с этой единственной травой. Чутянь не смог сдержать слабой улыбки. «Фокс, ты действительно хорош. На этот раз я запомню твою большую заслугу, и ты будешь должным образом вознагражден, как только мы вернемся. Маленькая лисичка пускала слюни, глядя на божественную траву. Этот парень был расточителем. Есть ли разница, хорошо он ест или плохо? Вместо того, чтобы съесть половинку божественной травы, маленькая лисица могла съесть 1 или 2 тысячи священных трав. В совокупности это дало бы маленькой лисице тот же эффект, что и кусочек божественной травы. С нынешними способностями чудо-коммерции, хотя и считалось нелегким получить 1 или 2 тысячи священных трав 4-го уровня, это было намного лучше, чем найти божественную траву 4-го уровня. Чутянь ухватился за пространство. Божественная трава была покрыта невидимой энергией. Хонг. В это время раздался низкий рев, и из травы вырвался яркий свет. Мгновенно появилась мощная энергия, которая разорвала силу Чутяня на куски. Yi. Чутянь показал слегка удивленный взгляд. От травы исходила враждебность, и она сопротивлялась тому, чтобы Чутянь схватил ее. Таким образом, божественная трава уже сформировала за эти годы сознание с простыми мыслительными способностями. Когда Чутянь хотел схватить его, она стала защищаться. Вся пещера задрожала. Чутянь не успел сделать и шага, как трава внезапно расцвела светом, который не рассеивался. Этот свет образовал гигантский контур, который принял форму серебряного целина. Этот серебряный целин не имел физического тела и был сделан из чистой энергии, но энергия внутри этого целина не была слабой, не имея никакого отличия от настоящего целина. Гар. Целин испустил яростный рев, заставив содрогнуться всю пещеру. Он поднял бурю, дико бросаясь на Чутяня, наполненный неприкрытой ненавистью. Чутянь выхватил меч демонического бога из воздуха и рубанул им. Две силы столкнулись, и Чутянь был отброшен на несколько десятков метров, врезавшись в каменную стену. На Луне не было каменных слоев. Эта стена, похожая на кристалл, была тверже железа, и Чутянь был подобен ножу в торте, легко врезающемуся глубоко в него. Вокруг него появились трещины длиной в несколько десятков метров, так что было видно, насколько сильна эта атака. Пространственные флуктуации. Чутянь был немедленно встал. Хотя удар был сильным, у него все еще было такое же спокойное выражение лица. После того, как он был очищен бессмертным телом звездного света и демоническими и божественными силами, телосложение Чутяня уже превзошло пределы смертных. Хотя атака серебряного целина была очень интенсивной, Чутянь совсем не пострадал. Эта атака может быть использована, чтобы вывести силу этого зверя, находясь вокруг 7-го уровня домена небес. Чутянь действительно достиг царства небесного домена, но он был только в первом слое небесного домена. Если он хочет сразиться с этим монстром, ему нужно использовать немного больше силы. Серебряный целинь опустил большой коготь на землю и приготовился снова вскочить. «Фокс, уходи». Маленькая лисица превратилась в демоническую лисицу и столкнулась с целинем. Два монстра боролись внутри пещеры. После того, как маленькая лисица превратилась в свою демоническую форму лисы, ее боевая мощь достигла царства небесных владений. Хотя он был немного слабее серебряного целина, нельзя забывать, что целин не имел физической формы и был просто сделан из энергии. Демоническая лиса укусила серебряный целинь, заставив свет вокруг него потускнеть. Серебряная фигура целинь разбилась вдребезги и растеклась вокруг лисенка, как вода. Когда он собрался вместе и преобразовался, он превратился в серебряного феникса. Этот слабый феникс пролетел над растением внутри бассейна и мгновенно восстановил свою энергию. Хонг, серебряный феникс, расправил крылья, и вокруг его тела появилось несколько сотен взрывов. Он был покрыт серебристым пламенем,
которая не рассеивалась, а собиралась вокруг его тела. Наконец, серебряный феникс превратился в ослепительное солнце, испуская интенсивный свет и энергию. Этот парень, похоже, использовал атаку на самоуничтожение. Как только эта атака будет отпущена, весь район будет сравнен с землей. Даже маленькой лисе будет трудно полностью блокировать взрывную силу, которую хочет производить серебряный феникс. Этот процесс происходил слишком быстро. Маленькая лисичка хотела остановить его, но было уже слишком поздно, дикая энергия вот-вот должна была распространиться. Глаза Чутеня приобрели серебристый оттенок. В это время энергия, которую невооруженный глаз не мог видеть, распространилась вокруг Чутеня. Это было похоже на маленький камешек, брошенный в пространство и время, вызывая рябь вокруг него. С несколькими слоями невидимого давления маленькое солнце, которое вот-вот должно было взорваться, внезапно перестало раздуваться, как будто его подавили. Чутянь не применял силу и не имел возможности применить силу, чтобы подавить ее. Время замерло. Энергия времени. Чутянь высвободил энергию времени, чтобы запутать течение времени, сделав время до взрыва в несколько раз больше. Это также создало возможность для маленького лисенка. Демонический лис выплюнул луч света, который упал на энергию, которая еще не взорвалась, мгновенно заставив шар энергии расколоться на несколько частей. Энергия высокой плотности была полностью рассеяна. Серебряный феникс издал резкий крик, прежде чем превратиться в серебряного дракона. Он высверлил из сердца шар и снова упал в бассейн, собирая энергию из бассейна. Как это закончить? Чутянь ударил мечом бога демонов, и невидимый пространственный разрез упал на голову серебряного дракона. Непобедимая сила мгновенно разнесла голову на куски, и демон-лис воспользовался этим шансом, чтобы выпрыгнуть, высасывая кровь из воздуха. Это было похоже на то, как лиса ловит дракона наводнения, держа его в пасти. Она превратилась в пепельно-серый дым и появилась перед Чутянем. Дракон продолжал сопротивляться, Чутянь не дал этому шанса, его глаза постепенно становились золотистыми. Дикое божественное чувство просверлило божественное чувство серебряного дракона. Перед божественным чувством бессмертного царства божественное чувство серебряного дракона не могло выдержать ни одного удара. Длинное тело серебряного дракона рассыпалось в лучах света, прежде чем на земле осталась целая трава. Чутянь глубоко вздохнул и наклонился, чтобы поднять траву. Эта трава возвращена духом бога Луны, поэтому она обладает очень сильным божественным свойством, но я никогда не думал, что она также породит сознание. Будь я немного слабее, я бы не выдержал. Демонический лис снова превратился в свою маленькую лисью форму. Хозяин ел мясо, лисенок пил суп. Маленькая лиса не надеялась взять божественную траву, но бассейн был наполнен первоклассными бессмертными травами. Маленькая лисичка была невежлива с Чутянем, она прыгнула к нему, чтобы набить кошелек. Возьми эти бессмертные листья, но этот пруд с эссенцией нельзя сдвинуть. Это будет оставлено для Ин, юной мисс и других. Это может помочь им прорваться в царство небесных владений в будущем. Чутянь знал характер маленькой лисицы, и если она не получит никаких преимуществ, то в следующий раз, когда ему понадобится ее помощь, она может сыграть с ним злую шутку. В исследовании руин бога Луны урожай у Чутеня и маленькой лисицы был немалый. Чутянь получил 16 трав 3-го уровня высокого бессмертия, 8 трав 3-го уровня высшего бессмертия, 5 трав 4-го уровня низкого и среднего бессмертия и 2 травы 4-го уровня высокого бессмертия. Хотя в Чудо-городе было несколько бессмертных трав, все они были бессмертными травами 3-го уровня, и большинство из них были низкого или среднего класса. Они в основном подходили для культиваторов на 7-м истинном духовном слое или до него, чтобы увеличить их силу. Чутянь не собирал никаких бессмертных трав, которые не были бы высокосортными, поэтому все бессмертные травы, которые он собирал, были 3-го уровня и выше. Этого уровня и сорта бессмертных трав было достаточно для культиваторов в 7-м слое истинного духа или выше, чтобы быстро увеличить свою силу, и 3 бессмертные травы высшего уровня могли помочь в их прорывах. Другими словами, Чутянь принесет эти бессмертные травы обратно для всех. Он мог удовлетворить потребности Ин и юной мисс, Вивиан, Наньгун Юнь и других основных членов во время истинного духовного царства и мог гарантировать, что они достигнут небесного царства в течение года. Бессмертные травы 4-го уровня были еще более ценными. После того, как Чутянь достиг царства небесных владений, было действительно трудно найти травы, которые могли бы увеличить его культивацию, потому что на континенте было немного трав 4-го уровня и выше. Все материалы 4-го уровня были на священном уровне. Обычные травы священного сорта имели ограниченный эффект для культиватора небесного домена, и их было трудно найти. Вот почему, несмотря на то, что 5 гигантов Альянса жили так долго, они застряли на уровне 7-го небесного домена, обнаружив, что им трудно прогрессировать. Вполне возможно, что они могли бы оставаться такими всю свою жизнь.
Бессмертные травы 4-го уровня могли увеличить силу Чутяня. Эти травы, по крайней мере, удовлетворят его потребности в выращивании на некоторое время в будущем. Чутянь закончил исследовать руины бога Луны, поэтому он попрощался с темным ночным королем эльфов Юнисом. Он вернул 5 гигантов с полным урожаем и телепортировался обратно в Чудо-город. Сила городского лорда растет. Это было радостное событие для Чудо-города. Глава 619. План Федерации. Чудо-город и члены Альянса все праздновали. Различные городские лорды послали драгоценные подарки. По возвращению Чутянь стал центром внимания. Будучи занят всеми видами социальных конвенций, он не имел никакого свободного времени. Похоже, что быть слишком популярным было безумно хлопотно. Мэн Цинву послала за Чутянем, чтобы тот пришел в крепость городского лорда, и у Чутяня наконец появился предлог уйти. Если юная мисс искала его, он не мог это игнорировать. Чутянь отослал всех и немедленно вернулся в крепость городского лорда. «Юная мисс, проходите скорее. Посмотри, сколько всего хорошего я привез». Чутянь вытащил карман для хранения. Это кристалл божественного чувства. Он может позволить вашему божественному чувству достичь минимума сферы разума. Эти бессмертные травы помогут вам им достичь царства небесных владений. Тоже. Чутянь прервался на половине того, что хотел сказать, потому что почувствовал, что что-то не так. Юная мисс сидела неподвижно с серьезным лицом. У Вивиан тоже был странный вид, когда она стояла в стороне. В сердце Чутяня поселилось сомнение. Что же это такое? Может, юная мисс рассердилась? Для этого не было никаких причин. Я, Чутянь, всегда был почтителен к юной мисс, мне только не хватает предложения ей, так что у нее не должно быть причин для гнева. Умные глаза юной мисс смотрели прямо на него. «Скажи, что ты натворил на этот раз?» Чутянь потер свою голову. «Все знают, что я прорвался на Луну». Мэн Цинву сердито хлопнула ладонью по столу. Ланселот рассказал Вивиан все после возвращения, а Вивиан рассказала мне. «Ты думаешь, я не знаю всего, что ты там делал?» Вивиан стояла сбоку и морщила свое маленькое личико. Она никогда бы не подумала, что Мэн Цинву так рассердится. «Это очень плохо, очень плохо». Чутянь неловко кашлянул. «Вивиан, иди сюда». «Извини, старший брат Чутянь, я нарочно не сказала тебе». Вивиан изобразила на лице нервозность, прежде чем твердо сказать: «Даже если ты накажешь меня, я должна была это рассказать». «Что это было?» «Как я мог наказать тебя, как твой старший брат?» «Это дары, которые я принес из руин бога Луны. Забери их, я хочу как следует поговорить с юной мисс». Вивиан облегченно вздохнула. «Да, спасибо тебе, старший брат». Когда ушла Вивиан, выражение лица Чутяня изменилось, и он лично налил чай юной мисс. «Юная мисс, не сердитесь. Разве я не вернулся? На этот раз ты зашел слишком далеко. Мы бы не потеряли руины лунного бога, он был бы развит нами в конечном итоге и принадлежал бы нам, но вы пошли на такой риск. Если бы что-то случилось, что же нам было делать?» Мэн Цинву резко отчитала поведение Чутяня. «Не забывай, что тебе еще предстоит жениться на Ин». «Ладно, следующего раза не будет». Чутянь искренне принял выговор юной мисс и сделал заявление о глубоком самоанализе, но было неизвестно, принял ли он его всерьез. Чутянь увидел, что гнев юной госпожи исчез, поэтому он сменил тему. Правители были отосланы. Мэн Цинву знала, что Чутянь меняет тему, но это было связано с важным вопросом, поэтому она могла только правильно ответить. «Я уже подготовила планы строительства транспортных башен, космических складов и коммуникационных сетей, и правители уже вернулись в свои города. Транспортная сеть будет создана в ближайшее время, и примерно через полгода весь континент будет охвачен космической транспортной сетью». Глаза Чутяня загорелись. Так быстро. Это не займет много времени, прежде чем чудо-город начнет доминировать на континенте. Не было нужды упоминать о транспортных башнях. Эта штука могла сэкономить довольно много усилий для людей, и она позволяла людям разных стран отправляться в места, которые раньше были труднодоступными или совсем непроходимыми. Например, в космос или подземный мир. Это было очень важно для развития их мира и мест за его пределами. Мэн Цинву достала отчет. Транспортные башни, сосредоточенные вокруг чудо-города, находились в 140 городах и районах Лесного альянса, а в Королевском альянсе было более 102 городов, в основном расположенных в имперских городах и главных городах. Чудо-город имел в общей сложности 245 транспортных башен, и каждая башня использовалась около 50 тысяч раз в день. Даже если чудо-город получал по 10 камней-источников на транспорт, то приносил более 500 тысяч камней-источников каждый день. На самом деле, это не стоило 10 исходных камней, чтобы использовать транспортные башни.
Для разных районов плата была разной, но в целом она была в несколько раз больше. Мэн Цинву была готова увеличить скорость использования транспортной башни, а также увеличить проницаемость транспортной башни. В будущем, просто основываясь на доходах от транспортных башен, Чудо-город может стать самым богатым городом в лесу хаоса и даже на всем континенте. Значение космического склада ничуть не уступало транспортным башням. Сейчас банк и торговый центр целиком полагались на космический склад. Ценность больших банков леса хаоса была публично признана, и не было никаких сомнений в бесконечном потенциале чудо-торгового центра. В будущем будет больше инвестиций в космический склад, и Чудо-город будет сдавать в аренду большие объемы космических складов. Стоимость помещения склада была невысока, но выгода от этого была шокирующей. Когда транспортные башни и космические склады покроют континент, это будет день, когда Чудо-город начнет править всем. Мэн Цинву не увлекалась, глядя вперед. Не будьте слишком счастливы так рано, силы уровня империи не позволили бы кому-то пройти мимо них или позволить нам родить сверхдержаву, которая могла бы контролировать их. Это действительно была очень большая проблема. Чутянь выпил чашку чая и спросил: «Юная мисс, у вас есть способ справиться с этим?» На ранних стадиях мы можем сотрудничать, умиротворяя их. Пока есть преимущество, мы можем привлекать союзников. Но в конце концов нам нужно сделать себя сильнее. Мэн Цинву сделала паузу, прежде чем сказать: «Я вызвала вас сегодня главным образом потому, что есть несколько важных вопросов, которые вы должны лично рассмотреть». Чутянь был ошеломлен. Что это? Мэн Цинву ответила: «Если Чудо-город хочет доминировать на континенте, просто иметь технологию недостаточно, нам нужно укрепить наши вооруженные силы. У меня есть план, и инвестиции, необходимые для этого плана, составляют около 2 миллиардов исходных камней». 2 миллиарда исходных камней. Чутянь был потрясен. Чудо-город действительно был очень богат, но там было слишком много мест, которые нуждались в средствах. Реально они могли бы влиться только в 100 миллионов, и, если бы они собирали ресурсы из каждой области, это было бы в общей сложности около 200 миллионов. Если это будет больше, то сильно повлияет на секту Юнь и другие области. При нынешнем финансовом положении чудо-компании они вообще не могли взять 2 миллиарда. Сначала я готов вложить 200 миллионов и еще 200 миллионов каждый месяц. Мэн Цинву дала информацию о плане Чутяню. Есть планы строительства мехкостюмов, больших военных кораблей и заводов, плавучих крепостей и армий в каждом регионе. 2 миллиарда — это много, но на самом деле это только начало. У Чудо-города не было ни поддержки, ни предыстории, чтобы их военная мощь достигла уровня империи, они могли полагаться только на технологии. Решение Мэн Цинву резко увеличить численность своих вооруженных сил не было ошибочным. Судя по плану Мэн Цинву, этой суммы было явно недостаточно. Не говоря уже обо всем остальном, просто строительство крупномасштабной фабрики потребовало бы 100 миллионов исходных камней ресурсов. Чудо-город на начальных этапах должен был сделать не менее 5 заводов. Более того, каждый раз, когда они производили нормальный большой корабль, он стоил от 1 до 2 миллионов. Если Чудо-город хотел иметь возможность противостоять скрытым силам имперского уровня, им нужно было по меньшей мере 4-5 сотен таких крупномасштабных кораблей. Этого невозможно было достичь без огромного богатства. Кроме того, Мэн Цинву готовилась создать большое количество оборонительного оружия, дико выкапывая ракетные шахты или выпуская лазерные пушки в воздух. Для этого требовалось большое количество ресурсов, и эти ресурсы обменивались на исходные камни. Чутянь кивнул, просматривая план. Разве это не просто миллиард? Иди и сделай это. Если исходных камней недостаточно, возьмите большой кредит в банке. Я считаю, что эти инвестиции того стоят. Мэн Цинву получила одобрение Чутяня, и ее уверенность значительно возросла. Кроме того, мне нужно еще кое-что приготовить. Мэн Цинву дал Чутяню еще один лист. Я думаю, что модель Альянса немного устарела, нам нужно изменить что-то еще. Чутянь развернул листок. На нем было написано несколько больших слов: «План формирования страны». Чутянь был потрясен смелостью Мэн Цинву. Вы хотите создать страну? Не валяй дурака. Наше влияние распространяется на животных духов, эльфов, морскую расу и более сотни различных рас. Никогда еще на континенте не было страны с такой сложной внутренней силой. Нам не нужно создавать централизованную страну и выбирать правителя. Моя идея состоит в том, чтобы объединить различные силы и создать гигантскую федерацию. Мэн Цинву посмотрела на Чутяня и сказала: «Наша страна-федерации позволит различным местам сохранить свою автономию и военную мощь. Только по сравнению с распущенным альянсом мы выберем лидера, который будет действовать как президент федерации». Мэн Цинву не была удовлетворен нынешним союзом. Чутянь чувствовал, что эта федерация была довольно хорошей идеей. Союз — это всего лишь союз, все сотрудничали ради выгоды, и все они были на равном уровне, это было просто слишком разбросано в конце концов.
Чудо-город занимал высокое положение, но не мог напрямую приказывать кому-либо, так что это сильно влияло на эффективность. Вот почему Мэн Цинву хотела использовать Альянс в качестве базы для создания федеративной страны. Они изберут президента, и этот президент возглавит федерацию. Не было нужды ничего говорить. Если этот план будет исполняться, то единственным претендентом на пост президента был Чутянь. Глава 620. Безумный план. План Федерации Мэн Цинву принес пользу чудо-города. Это обеспечило Альянсу долгосрочные выгоды. Но как создать федерацию, большие силы, безусловно, будут иметь психологическую борьбу. Как только федерация будет сформирована, статус чудо-города будет снова повышен. Чутянь внезапно превратится из напарника в начальника. Это было не то, что сердце людей могли принять. Кому нравится, когда им управляют, кому нравится, когда кто-то на том же уровне или даже обладающий властью командовать, появляется на их территории, кому нравится, когда на дела их племени влияет чужак, будь то гордый повелитель драконов, старомодные эльфы или духи зверей, гиганты или морские расы, они не были высшими силами континента, но, по крайней мере, они могли иметь право решать на своей территории. Если бы они отдали часть своих полномочий в управление президенту, то это был бы не тот выбор, который можно было бы сделать случайно. Даже если Ланселот согласится ли эльфийский совет Вечного Леса, но юная мисс уже думала об этом и обрела некоторую уверенность в своем сердце. Юная мисс отличалась от Чутянь. Она всегда будет действовать осмотрительно, не станет совершать никаких необдуманных поступков. Я верю в способности юной мисс и полностью доверяю ей. Чутянь был удивлен честолюбием юной мисс, но как только она приняла решение, он не мог не согласиться, даже если бы захотел. Просто расслабься и сделай это. Что бы ни случилось, я буду рядом с тобой. Мэн Цинву закатила глаза и сказала: «С тем, как чудесна торговля сейчас, до тех пор, пока вы не причиняете неприятностей, это действительно поможет нам». Чутянь был немного подавлен. «Посмотри, что ты говоришь». «Ладно». Чутянь, похоже, принял решение. Поскольку это приказ молодой госпожи, я, Чутянь, обязательно последую ему. В конце концов, Чутянь действительно выслушал молодую мисс. Какое-то время он никуда не уезжал, мирно пребывая в чудо-городе. Он организовал запасы чудо-коммерции и собрал ресурсы из руин бога Луны. Эти травы были очень ценными. Если бы другие алхимики континента очистили их, это было бы расточительством природных сокровищ. Если бы Чутянь лично усовершенствовал их, эффект был бы сильнее. Культивирование чутеня уже находилось в царстве небесных владений, другие люди чудесной торговли не могли за ним угнаться. Люди с немного более высоким уровнем развития — это Вивиан, Наньгун Юнь и Чэнь Бинву. Поскольку у них была более высокая отправная точка или высокий талант, они достигли сферы духовной трансформации. Юная госпожа, Мэн Ин и другие, хотя и обладали высоким статусом, не обладали талантом. Даже если бы в них были вложены ресурсы, их другие факторы не могли сравниться, поэтому все они застряли примерно на 5-м истинном духовном слое. Это была не такая уж большая проблема. Чудом коммерция обладала больше всего ресурсов. Разве этого недостаточно, чтобы обучить несколько основных членов? Если это так, то какой прок в установлении чудесной торговли? Чудо-город собрал достаточно ресурсов и имел такого сильного алхимика, как Чутянь. В течение этого времени, помимо очищения пилюль, Чутянь строил планы культивирования для всех, основываясь на их текущей ситуации. С Чутянем, предоставляющим планы таблетки, Вивиан, Наньгун Юнь и Чэнь Бинву должны быть в состоянии достичь царства небесного домена через полгода. Мэн Ин, Мэн Цинву, Фэн Цайди и остальным понадобится около года. В настоящее время на континенте царило спокойствие. У разных стран были свои проекты. Сразу же было построено несколько транспортных вышек. Чудо-город создал связь с областями империи через эти транспортные башни. Другие вещи, такие как коммуникационные или транспортные системы, в настоящее время готовились. Чудо-город начал разделять космическую область. Они не только дали каждой силе космическую транспортную башню, они также подготовили военный корабль, который мог пройти через слой астрального ветра, чтобы достичь космического пространства. Кроме уборки другого пространства, подземный мир также развивался. Подземный мир имел некоторые отличия от космоса. Подземный мир континента не был полностью связан между собой. Чудо-город контролировал только подземный мир под лесом хаоса, и в других местах континента тоже были подобные подземные пространства. Только эти подземные миры были независимы друг от друга, а некоторые даже не соединялись с внешним миром. Чудо-город использовал свое технологическое превосходство и воспоминания Чутеня из будущего, чтобы точно определить эти подземные районы, а также планировать их развитие. Чудо-город обеспечивал технологическую поддержку, в то время как державы имперского уровня обеспечивали военную мощь, сотрудничая в открытии этих областей.
Различные силы уровня Империи, использующие чудо-шлем, были одного уровня. Это было потому, что рынок для чудо-духовного шлема был слишком велик. Каждый шлем можно было продать за несколько десятков исходных камней, так что, если бы они продавали десятки миллионов из них, разве они не смогли бы заработать миллиарды? Они не могли ослабнуть на таком большом рынке, с помощью чудо-города они построили свои интеллектуальные фабрики. С помощью различных чертежей и технологий им быстро присылали материалы, необходимые для производства продукции. Эти державы уровня Империи все боялись, что кто-то возьмет инициативу в свои руки и что их количество чудо-шлемов будет потеряно для других. Этого было достаточно, чтобы правители не заботились ни о чем другом. Естественно, никого не интересовали последние события в чудо-городе. Мэн Цинву использовала этот шанс, чтобы собрать большое количество ресурсов и исходных камней для развития своей военной силы, особенно сосредоточившись на строительстве гигантского завода военных кораблей. Хотя в Вене было несколько хороших линий по производству кораблей, масштабы этих заводов были немного малы. Каждый из них мог сделать только один корабль одновременно, и это заняло бы 3 недели, чтобы построить корабли. Это означало, что на постройку каждого корабля уходило около месяца. С такой скоростью производства, как долго это займет у чудо-города, чтобы иметь флот, Мэн Цинву нужен был настоящий крупномасштабный гигантский судостроительный завод, скорость производства которого была бы лишь базовым требованием, и он должен был бы иметь возможность строить различные виды кораблей. Кроме того, сама фабрика должна была иметь возможность быть улучшена, чтобы они могли создавать корабли более высокого уровня в будущем. На это как раз правители и не обратили внимания. Мэн Цинву мобилизовала море ресурсов, сначала готовясь построить 4 гигантских судостроительных завода. Один для лунной фабрики, другой для космической фабрики, третий для фабрики на глубоководных островах и четвертый для фабрики в густых лесах. Каждая фабрика находилась в своем положении, и все они были относительно скрыты. На строительство 4 заводов уйдет полгода. Для этого требовалось вложить в общей сложности 400-500 миллионов исходных камней. Хотя чудо-город был определенно самым богатым на континенте, инвестирование в крупные проекты, подобные этому, было большим бременем города, который не имел глубокого опыта. Почти в то же самое время воздушная крепость чудо-города и система защиты энергетического оружия-источника по всему Альянсу также начнут строительство. Воздушно-десантная лазерная пушка, армия роботов, армия мехкостюмов, современное оружие и далее. Все эти проекты были бездонными дырами. Мэн Цинву сначала планировала инвестировать 2 миллиарда. Исходя из бремени чудо-города, она могла только продолжать увеличивать его каждый месяц. Сейчас они не могли инвестировать все сразу. Чутянь чувствовал, что это слишком мало. Даже 10 миллиардов может быть недостаточно, было практически невозможно закончить эту большую задачу всего с 2 миллиардами. В это время Мэн Цинву сидела в культивации в белом одеянии. С помощью Чутяня она прорвалась к 6-му истинному духовному слою 2 дня назад и теперь укрепляла свое царство. Скорость Мэн Цинву считалась медленной. Вивиан уже была на пике 9-го истинного духовного слоя, а Наньгун Юнь была немного медленнее, но не испытывала большого недостатка. Даже Мэн Ин была лучше своей сестры, достигнув 6-го истинного духовного слоя несколько дней назад. Главным образом потому, что юная мисс была слишком занята, у нее не хватало времени на самосовершенствование. Мэн Цинву медленно выдохнула и медленно открыла глаза. «Нет, все в порядке». Чутянь удовлетворенно кивнул. «Вы уже укрепили свое королевство. Приспособьтесь к нему на некоторое время, прежде чем мы продолжим атаковать следующий слой». Мэн Цинву встала и сказала: «Если больше ничего нет, я ухожу первой». Теперь, когда в компании реализовывался крупный проект, нельзя было терять ни секунды. Чутянь быстро окликнул молодую мисс. «Зачем молодая мисс так спешит? У нас еще есть другие дела». Мэн Цинву была ошеломлена. Что же это за дела? Ин, Вивиан, Наньгун, старшая сестра Бин и Фэн Цайди недавно вложили деньги в отель. Сегодня они начинают свой бизнес. Чутянь сказал Мэн Цинву: «Хочешь посмотреть его вместе?» Мэн Цинву смутилась. Что такого невероятного в отеле? Нужно ли нам идти на что-то подобное? Чутянь засмеялся. Юная мисс ошибается, этот отель непростой. А в чем разница? Это космический отель. Чутянь продолжал объяснять. Они построили транспортную башню в своем отеле, собрав лучших поваров во всем Альянсе. Собственно говоря, в этом отеле гости могут насладиться самыми свежими блюдами со всего континента. Мэн Цинву была немного недоверчива. Это просто отель, есть ли необходимость инвестировать так много? Почему я об этом не знала? Почему Ин скрывала это от меня? Должно быть, это была твоя идея. Мэн Ин была министром ресурсов, только у нее была способность использовать глаза звезды и космические кристаллы, чтобы сделать транспортную башню и использовать космический склад без ведома Мэн Цинву. Но Мэн Ин ничего не скрывала от Мэн Цинву,
так что это определенно было спровоцировано Чутянем. Чутянь закатил глаза. Они увидели, что финансы чудо-города в последнее время немного стеснены, поэтому они хотели сделать вам приятный сюрприз. Не смотрите свысока на потребление богатейших людей континента, как только этот отель появится, я могу сказать, что он определенно будет очень прибыльным. Кроме того, я решил установить чудо-шлемы в отеле, это определенно принесет большую прибыль. Чудо-город никогда не использовал сотни тысяч шлемов, которые они подготовили. Теперь это был шанс развернуть их. Мэн Цинву не могла этого опровергнуть. У Чутяня всегда были свои аргументы, но отель уже был закончен. Мэн Цинву не могла просто послать людей, чтобы снести отель, верно? Она могла только пойти с Чутянем, чтобы посмотреть. Это был самый высокий и самый роскошный отель на континенте. Как он будет выглядеть? Ah, so beautiful.